Если мужчина унижает вас, если мужчина вас обесценивает, если чувство собственного достоинства, которым вы обладаете, с каждым днем становится все ближе к плинтусу, то вы не можете простить этого мужчине, если вы королева. Меня зовут Диана Щербанская, и сейчас я хочу рассказать вам о 4 базовых понятиях, которые мы, женщины, мужчинам простить не можем. Я королева. Это моя архетипичная фигура. Я опираюсь в своей жизни на чувство собственного достоинства. Это то, что приносит в мою жизнь смысл. Это то, что делает меня живой, счастливой, красивой, уверенной в себе, иногда надменной и очень успешной. И если мой мужчина будет давать мне минус, позвольте такой психологический термин, давать мне минус на мою сильную сторону, на мою самооценку, на мое чувство собственного достоинства, моя жизнь будет разрушаться у меня на глазах. И никакие компромиссы мне здесь не помогут. Никакие объяснения, что он отец моих 3 детей, что он хороший человек, что иногда бывает, я как личность начинаю разрушаться. И так устроено женское начало, что когда женщина начинает разрушаться, она начинает разрушать вокруг себя всех, в том числе и этого мужчину. Я бы, конечно, задала вопрос, как я вышла замуж за такого мужчину, или как я попала в отношения с таким мужчиной, который меня обесценивает. Но это тема следующего моего разговора. Сейчас я говорю, что королева не прощает мужчине его газлайтинга, его обесценивания ее. Любовница. Женщина, которая опирается на свою красоту, на свою сексуальность, она не прощает измен, она не прощает его равнодушие к ней. Если мужчина не испытывает к ней влечения, если он ее не хочет, если она ему не нравится, то для любовницы это ее базовое чувство, это базовое состояние. Она на это опирается. Ей важно быть красивой, привлекательной, сексуальной. Мне как королеве это тоже важно, но это именно тоже. 60% психики каждого человека занимает ведущий архетип. И если женщина-любовница, а мужчина говорит, что в постели ты не очень, или знаешь, я тебя не хочу, или что-то ты плохо выглядишь, и мне твоя внешность не нравится, знаешь, я вообще люблю блондинок, а ты брюнетка, для этой женщины это будут разрушительные слова. И я тоже задала бы вопрос, как женщина попала в эти отношения, зачем она выбрала этого мужчину. Но опять это тема следующего разговора. Хозяйка это человек или женщина, хозяйка, женщина, которая опирается на умение заботиться, на умение быть нужной, важной, величественной. И если мужчине, не нравится, как она готовит, если мужчина не принимает ее заботы, не принимает ее помощи, если мужчина, ему не нравится тот вкус, например, она его красиво одевает, а он вечно ее критикует, она будет чувствовать себя униженной, она будет чувствовать себя дискомфортно, и она этого не может простить. И это ей нельзя прощать. Если я привожу примеры о себе, у меня хозяйка вообще 3, то есть у меня 60, 30, 8 и 2. Так в процентном соотношении распределяются у нас архетипы внутри. Вот у меня хозяйка 8%. Если мне мужчина говорит, слушай, ты не хозяйка. Да. Для тебя, может быть, не хозяйка или недостаточно хозяйка, но я прекрасно умею управлять своим персоналом, домработницами, помощниками, и вокруг себя я могу как королева организовать пространство, где все будет убрано, собрано. Да, я не хозяйка, меня здесь невозможно убить.
Я с удовольствием буду расти, развиваться, если ну, мужчина меня здесь, ну, ему не нравится, он об этом много говорит или он, не знаю, там, разбрасывает носки по дому, я могу с этим что-то делать, но моя самооценка при этом не будет страдать. Для меня это нормально. И четвертое, муза. У нее много радости, много чувств, она проживает, она такая очень свободная женщина. У нее 7 пятниц, может быть, на неделю, много такого: ах, птичка полетела, ах, вот это мне интересует. И если этот мужчина не будет давать ей свободу, будет ее там во всем контролировать, ограничивать, запрещать, переспрашивать, обесценивать ее увлечения, то она завянет. И вот это то, чего нельзя разрешать мужчине. И я снова и снова хочу задать вопрос себе и вам, как же мы оказались в этих отношениях. И мой ответ здесь такой. Я его, конечно, с удовольствием развернуто где-то расскажу в другом видео, но сейчас мой ответ такой. Если я, как женщина, не принимаю свою архетипичную фигуру, если я не принимаю свою базовую стихию, а королева – это огонь, любовница, вода, хозяйка, земля и муза – это воздух, если я не принимаю свою королевскую природу, я найду мужчину, который мне поможет ее принять. Через его обесценивание мне будет крайне больно, крайне неприятно, крайне травматично, и я начну или защищаться, или нападать, то есть я начну чувствовать, что в этом есть очень большая ценность. И подумайте, принимаете ли вы свою природу, если вы сами находитесь в отношениях, с мужчинами, которые вас очень сильно травмируют. Если вам понравилось видео, поставьте, пожалуйста, значок, нажмите на лайк, подписывайтесь на мой канал, здесь много интересного. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, это очень важно для меня. И подпишитесь на мой канал. Каждую неделю выходит 2-3 новых видео, и вы всегда можете быть в курсе всех новинок. И уверена, ваша жизнь будет меняться к лучшему.